Сегодня мы разберем теорию хаоса и ее применение в алготрейдинге и валютном рынке. Финансовые рынки кажутся хаотичными, но за внешним беспорядком скрываются закономерности. Мы изучим, как теория хаоса помогает выявлять эти паттерны и как MetaTrader 5 предоставляет инструменты для их анализа. Давайте начнем. Всем привет, с вами снова Евгений. В процессе подготовки материалов по теме хаоса я решил не объединять все в одно видео и не комкать материал, а разделить его на цикл, в котором мы поэтапно разберем встроенные инструменты MetaTrader 5 и те, которых в стандартной версии просто нет. Это позволит глубоко изучить тему с примерами анализа графиков валютных пар. Сегодня мы заложим фундамент, разберем основы теории хаоса, ее применение в трейдинге, на Форекс и как индикаторы MT5 помогают анализировать рынок. Это основа для нашего цикла. Начнем с базовых понятий. Они важны, так как даже учитывая, что мы используем в определенной мере вариации стандартных индикаторов, но при этом кардинально меняется их интерпретация и понимание. Теория хаоса – это раздел математики, изучающий нелинейные динамические системы. Они кажутся случайными, но на самом деле детерминированы, то есть подчиняются определенным, хотя и сложным правилам. Ключевые идеи следующие. Чувствительность к начальным условиям. Это эффект бабочки, когда, например, новость о ставке ЦБ РФ резко меняет курс рубля. Фракталы – это структуры, повторяющиеся на разных масштабах, от минутных графиков до дневных. И аттракторы – устойчивые паттерны, к которым стремится рынок. Для трейдинга это важно. Валютные пары, как евро-доллар или акции вроде Сбербанка, не просто случайно колеблются, но при этом не следуют линейным моделям. Они сочетают хаос и периоды порядка, где экономические данные или рыночная психология создают волны волатильности. Билл Уильямс, автор книг Trading Chaos и New Trading Dimensions, адаптировал эти идеи для рынков. Он видел рынок как систему, переходящую между фазами консолидации, сна и активного тренда, бодрствования. Его стратегия Profit Unity строится на 5 измерениях. Фракталы для структуры, зона для уровней поддержки и сопротивления, импульс, ускорение и баланс. MetaTrader 5 включает эти инструменты в разделе «Индикаторы» Билл Уильямс. Они основаны на хаос-теории и идеально подходят для анализа валютных пар и акций. Теперь разберем каждый индикатор, как он строится, что показывает на графике, как связан с хаосом и как его интерпретировать на валютных парах и акциях. Объясним термины простыми словами для ясности. Аллигатор – это основа системы Уильямса, показывающая состояние рынка на графике. Индикатор состоит из 3 сглаженных скользящих средних, рассчитанных на медианных ценах. Это средняя между максимумом и минимумом свечи. Синяя линия – это челюсть, имеет период 13 и сдвинута на 8 свечей вперед. Красная – зубы, период 8, сдвиг 5. Зеленая – губы, период 5, сдвиг 3. Сглаживание делает линии плавными, а сдвиг вперед помогает прогнозировать движение. В теории хаоса аллигатор моделирует аттрактор, устойчивый паттерн или конечное состояние, к которому стремится динамическая система со временем. Представьте динамическую систему как что-то, что меняется во времени. Например, погода, популяция животных или цены на рынке. Фазовое пространство – это некое абстрактное поле, где мы можем визуализировать все возможные состояния системы. Например, по координатам скорости, позиции и других переменных. Простыми словами, аттрактор – это как магнит в этом пространстве, который притягивает траектории пути развития системы. Независимо от начальных условий, если они в определенной области, система со временем как бы прилипает к аттрактору и остается в его окрестностях. Аттракторы бывают разными. Во-первых, это точечные аттракторы. Система сходится к одному стабильному состоянию. Примером может служить маятник, он останавливается всегда в нижней точке. Периодический аттрактор. Система колеблется в цикле, как, например, часы. И странный аттрактор, он же хаотический. Система никогда не повторяется точно, но остается в ограниченной области, показывая сложные фрактальные паттерны. Это классика хаоса. Предсказуемо в целом, но непредсказуемо в деталях, как турбулентность жидкости или эффект бабочки. В теории хаоса аттрактор помогает понять, почему сложные системы кажутся случайными, но имеют скрытую структуру. Это не случайность, а детерминированный хаос. Система следует правилам, но чувствительна к мелким изменениям. На рынке Форекс мы можем воспринимать его как устойчивое состояние, к которому притягиваются цены со временем.
Рынок – это динамическая система. Цены меняются под влиянием новостей, экономики, психологии трейдеров, и так далее. А трактор здесь не буквальный магнит, а скорее метафора для повторяющихся паттернов поведения цен. Простыми словами, в хаотичных рынках аттрактор проявляется как зоны стабильности. Например, трендовый аттрактор. Цены притягиваются к восходящему или нисходящему тренду. Например, после сильной новости о ставках ФРС евро-доллар может застрять в росте, повторяя паттерны на разных таймфреймах. Хаотический аттрактор. Рынок в боковике или высокой волатильности. Цены колеблются в диапазоне, не выходя за пределы, но при этом без четкого направления, как во время неопределенности, например, перед выборами. Здесь предсказуемость низкая, но структура есть. Фракталы на 5-минутках, часах, днях. Третье – это переход между аттракторами. Рынок может переключаться из хаоса, то есть боковика, в тренд, когда внешние факторы, то есть начальные условия, толкают его к новому устойчивому состоянию. В трейдинге аттрактор помогает понять, почему рынки не полностью случайны, но и нелинейны. Билл Уильямс в своей стратегии Profit Unity видел рынок как хаотическую систему, где аттракторы – это линии баланса, к которым цены стремятся. На Форекс это полезно для выявления моментов, когда рынок стабилизируется, входит в тренд или выходит из хаоса. Теперь к сути. Аллигатор не буквально рассчитывает аттрактор. Для этого нужны сложные математические модели, как реконструкция фазового пространства. Но при этом моделирует его метафорически через 3 скользящие средние линии баланса, которые представляют устойчивые паттерны на разных временных масштабах. Уильямс вдохновлялся хаос-теорией, чтобы показать переходы между аттракторами. Итак, как это работает? 3 линии – челюсть, зубы, губы – это сглаженные скользящие средние с периодами 13, 8 и 5, сдвинутыми вперед на 8, 5 и 3 бара. Они отражают баланс рынка на долгосрочном челюсть, среднесрочном зубы и краткосрочном губы горизонтах, как разные слои аттрактора в фазовом пространстве. Когда линии переплетены, аллигатор спит. Это моделирует хаотический аттрактор. Рынок в равновесии, но с низкой предсказуемостью. Цены притягиваются к узкому диапазону, то есть это боковик, как траектории в странном аттракторе. Нет четкого направления, волатильность низкая, и малые события могут вызвать дивергенцию, эффект бабочки. На Форекс это типично для спокойных сессий, когда цена колеблется вокруг аттрактора без тренда. Когда линии расходятся, аллигатор просыпается и открывает пасть. Это переход к трендовому аттрактору. Рынок притягивается к упорядоченному состоянию. Линии показывают направление вверх или вниз, и цены стремятся к этому паттерну. Зеленая линия, губы, лидирует, сигнализируя начало как система, выходящая из хаоса к стабильному тренду. Метафора аттрактора заключается в следующем. Уильямс называл линии линиями баланса, которые притягивают цены, как аттрактор притягивает траектории. В хаос-теории это упрощенная модель. Линии как проекция аттрактора на график цен. Когда они сходятся, расходятся, это отражает, насколько система близка к устойчивому паттерну. На практике в МТ5 аллигатор помогает трейдерам. Если линии переплетены, избегайте торговли, это хаос. Если расходятся, входите по тренду, аттрактор в действии. Это не точный расчет аттрактора, а визуальная аналогия, но эффективная для выявления структур в хаосе. Итак, еще раз. Зеленая линия, губы. Это самая быстрая линия, отражающая краткосрочный баланс, импульс. Она лидирует и дает ранние сигналы. Красная линия, зубы. Это среднесрочный баланс, фильтрует шум от зеленой. Синяя линия, челюсть. Это самая медленная линия, представляет долгосрочный баланс, общий тренд. Она якорь, показывает, куда рынок стремится в долгосрочной перспективе, как аттрактор в хаос-теории. Все линии рассчитываются на медианных ценах, чтобы учитывать волатильность и сдвинуты вперед для прогнозирования. Сигнал на вход строится на переходе от хаоса, то есть боковика, к тренду. Уильямс подчеркивал, не торгуйте, пока аллигатор не проснется, линии не расходятся. Основной сигнал – кроссовер зеленый и красный, то есть пересечение, но с подтверждением от синей и цены. Для покупки, то есть позиции в лонг, линии расходятся, аллигатор открывает пасть. Зеленая выше красной, красная выше синей, это подтверждает восходящий тренд.
Зеленая пересекает красную вверх. Это кроссовер. Это основной триггер, показывающий, что краткосрочный импульс усиливает среднесрочный. Цена закрытия свечи выше всех трех линий, включая синий. Это фильтр, чтобы избежать ложных сигналов в боковике. Если цена только выше зеленой и красной, но ниже синей, тренд может быть слабым или ложным. Зачем синяя? Она ключевой фильтр для долгосрочного тренда. Без нее сигнал мог бы сработать в краткосрочном всплеске, но синяя подтверждает, что общий рынок притягивается к восходящему аттрактору, устойчивому паттерну роста. Если цена ниже синей, это значит, что долгосрочный баланс все еще медвежий. Вход рискованный. Для продажи шорт. Аналогично, но зеркально. Зеленая пересекает красную вниз, цена ниже всех линий и линии расходятся вниз. Зеленая ниже красной, красная ниже синей. Это консервативный подход. Уильямс рекомендовал ждать 1-2 бара после кроссовера для подтверждения. В ProfitUnity сигнал часто комбинируется с другими индикаторами, например, фракталы для точного уровня входа. Какие же условия выхода? Выход – это момент, когда тренд слабеет или аллигатор скрывает пасть. Нет жесткого правила, но есть основные моменты. Во-первых, это основной сигнал. Линии начинают сходиться, то есть аллигатор наелся и засыпает. Тренд теряет импульс, рынок возвращается к хаосу. Конкретнее, зеленая пересекает красную в обратную сторону. Для лонга это вниз. Это может произойти, когда цена подходит к синей линии. Стоп-лосс устанавливайте ниже синей линии для лонга. Она как последний рубеж долгосрочного тренда, или же используйте ближайший фрактал вниз, то есть локальный минимум. Take Profit не фиксированный. Уильямс советовал держать позицию, пока тренд силен, то есть линии расходятся, и выходить при первых признаках сужения. Можно добавить EVSM-осциллятор, если он показывает дивергенцию, то есть осциллятор падает, а цена растет, то выход. В ProfitUnity выход часто по сигналу от акселерайта осциллятор, когда он меняет направление раньше. Но это я немножко забежал вперед. Аллигатор очень похож на стратегии с пересечениями скользящих средних. Это вариация на тему быстрые против медленные линии для тренда. В одном из ранних роликов у нас был рассмотрен такой набор, как EMA 12 быстрая, SMA 26 средняя, LWMA 50, то есть медленная. Пересечение этих линий также подтверждает тренд, цена выше, ниже нее. В чем разница? Аллигатор использует SMA, более сглаженные, чем EMA, SMA, LWMA и сдвиги вперед для прогнозирования. Подход, рассмотренный в том видео, может быть агрессивнее. EMA реагирует быстрее, но аллигатор консервативнее из-за сдвигов и требований цены выше, ниже всех линий. Двигаемся дальше. Удивительный осциллятор. Будем называть его AO. В простых словах, AO измеряет импульс рынка, то есть силу и скорость изменений цен. Он помогает понять, набирает ли рынок разгон, то есть импульс растет, или наоборот теряет динамику, импульс слабеет. Это не прогнозирует будущее напрямую, но дает сигналы о том, когда рынок может перейти из одной фазы в другую, из спокойствия в тренд или наоборот. AO отображается как гистограмма, столбики, под основным графиком цен. Положительные бары выше нулевой линии указывают на бычий импульс, рынок растет с силой, и отрицательные ниже нуля на медвежий импульс, то есть рынок падает. Цвета баров, зеленый для роста, красный для падения, показывают направление изменения импульса по сравнению с предыдущим баром. Что он говорит о рынке? Первое – это высокий импульс. Если бары растут и переходят выше нуля, рынок набирает скорость. Это может быть начало сильного тренда, например, после важной новости. Второе – слабый импульс. Если бары уменьшаются или меняют направление, тренд может выдыхаться и возможен разворот или коррекция. Третье, AO фокусируется на динамике, а не на самой цене. Он сравнивает быстрые и медленные взгляды на рынок, чтобы выявить, когда текущий импульс сильнее или слабее исторического. Как рассчитывается AO? Расчет простой, но эффективный, вы сейчас видите его на экране. Это разница между кратковременной и долгосрочной средней показывает, насколько текущий импульс отличается от среднего. В MT5 индикатор добавляется без параметров, по умолчанию это 5,34, но вы можете изменить их для адаптации под актив. Основные сигналы AO – это блюдце, пересечение нулевой линии и дивергенция. Давайте разберем их подробнее, чтобы понять, о чем они говорят. Первое – это блюдце. Это паттерн из 3 последовательных баров на гистограмме, который указывает на замедление текущего импульса и возможный разворот рынка. Он формируется, когда рынок начинает терять силу в одном направлении, например, падение, и готовится к движению в противоположном – рост. Название блюдца отражает форму гистограммы.
Она выглядит как вогнутая кривая, где бары сначала уменьшаются, а затем меняют направление. Бары выше нуля – положительный импульс, обычно зеленый в МТ5, ниже нуля – отрицательный, красный. Цвет бара определяется его изменением относительно предыдущего. Зеленый, если бар выше, усиление импульса. Красный, если ниже, то есть его ослабление. Давайте приведем пример. Условия следующие. Первый бар зеленый, бычий импульс. Второй бар красный, ближе к нулю, импульс слабеет. Третий бар тоже красный, еще ближе к нулю. Что это значит? Бычий импульс теряет силу. Рынок готовится к падению. Все бары выше нуля, но второй и третий красные, так как значения уменьшаются. Дальше происходит отскок и образуется, так скажем, несимметричное блюдце. Теория хаоса блюдце отражает момент, когда рынок переходит между аттракторами, устойчивыми паттернами поведения. AO измеряет импульс. Третье измерение Profit Unity, показывая, как рынок расходится от равновесия. Пересечение нулевой линии, когда гистограмма переходит из отрицательной зоны в положительную, покупка или наоборот, продажа. О чем говорит? Импульс меняет знак, рынок набирает силу в новом направлении. Это подтверждает тренд, но может быть запаздывающим. И последнее – это дивергенция, когда AO и цена расходятся, например, цена растет или ушла в боковик, но AO падает. О чем это говорит? Тренд слабеет, импульс не поддерживает движение цены. Это предупреждает о коррекции. В Profit Unity AO комбинируется с другими индикаторами, например, с аллигатором для фильтра тренда, чтобы снизить ложные сигналы в боковиках. Какая же тут связь с теорией хаоса? AO – третье измерение Profit Unity. Импульс. Он показывает, как рынок отклоняется от равновесия, выявляя моменты, когда цены начинают двигаться сильнее или слабее. В теории хаоса это похоже на меру скорости изменения системы. AO ловит точки, где рынок переходит из спокойного состояния в активный тренд или обратно, отражая смену устойчивых паттернов. AO выявляет повторяющиеся структуры в скорости изменений, которые самоподобны на разных таймфреймах, как фракталы в хаосе. Например, блюдце – это фрактальный разворот, повторяющийся в хаотичных рынках. Фрактальность позволяет делать следующее. Во-первых, это выявлять повторяющиеся сигналы, ловить развороты импульса на любом таймфрейме. Далее, понимать рыночную структуру. Фрактальность показывает, что рынок не случайен, а имеет вложенные паттерны. Блюдце – это сигнал смены импульса, который повторяется в хаотичных рынках, помогая находить точки входа. Следующее – увеличивать уверенность. Если блюдце на младшем таймфрейме, например, на 15 минут, совпадает с трендом на старшем, например, на часовике или дне, то сигнал сильнее, так как фрактальные паттерны подтверждаются на разных уровнях. И последнее – фильтровать ложные сигналы. Фрактальность позволяет проверять, соответствует ли сигнал на вашем таймфрейме общей картинке рынка, снижая риск входа в хаотичных боковиках. Координация со старшими таймфреймами – это ключевая часть использования фрактальности в трейдинге, особенно в системе Уильямса. AO и блюдце работают лучше, если вы проверяете их в контексте более крупных таймфреймов, чтобы подтвердить общий тренд или фазу рынка. Рынки – это хаотические системы, где импульс AO сигнализирует о переходе от хаоса. Боковик, низкий импульс к порядку, тренд или высокий импульс. Уильямс видел в этом хаос как структуру, где AO помогает укротить непредсказуемость. В итоге AO – это не прямой расчет хаоса, но инструмент, вдохновленный им. Он показывает импульс как усилитель нелинейности, помогает трейдерам в хаотичных рынках вроде Форекс, где новости вызывают бабочку, или российских акций, где отчеты меняют импульс. Сегодня мы познакомились с основами теории хаоса и подробно разобрали принцип работы двух индикаторов Билла Уильямса – EVSM-осциллятор и аллигатор, которые вдохновлены этой теорией и служат мощными инструментами для трейдинга на Форекс и российском рынке акций. Мы изучили, как они помогают выявлять импульсы, тренды, а также их связь с фрактальными паттернами рынка. В следующей серии мы углубимся в устройство индикаторов Accelerator осциллятор, Fractals и Gator осциллятор, чтобы понять, как они дополняют стратегию Profit Unity. В дальнейших выпусках мы реализуем их программно в MetaTrader 5 и протестируем стратегии на исторических данных. Подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будет интересно.